我真的没脸再留下了，就此告别吧。这份责任。 Серия была огонь, в прямом смысле слова. Пещера и правда пылала от взрывов бандитов. Конечно, очень жаль, что монстры Шрека сильно пострадали. Особенно Яо Хао Сюань. Он героически спас своих товарищей, задержав бандитов, при этом пожертвовал своей жизнью. Он буквально своей широкой спиной закрыл своих товарищей. Но, как мы говорили на стриме в субботу, момент с бомбами и погоней трупов за Хуэйхао и другими учениками смотрится слегка неправдоподобно. Согласно оригиналу, взрывы трупов начались внезапно и длились всего несколько секунд. Основные ученики даже не успели активировать защитные навыки, а старейшина Сюань появился практически сразу. Он не стал бы ждать, пока зомби-бандиты с механизмами бомб будут преследовать учеников, стражей Шрека. Но в остальном все классно и зрелищно. Посланник бога смерти никак не ожидал, что Хуэйхао окажется не таким уж простым мастером. Почему тот напал и схватил именно Хуэйхао? Потому что в битве с бандитами ранее Хуэйхао активировал 2 белых кольца. По сути, этот злой мастер посчитал Хуэйхао самым слабеньким в команде. Всего 2 белых кольца, легкая добыча. Но вот, когда появился некромант Электролюкс, злой мастер сильно пожалел, что забрал Хуэйхао. Электролюкс сказал, что если бы захотел, то мог стать богом смерти. И это правда. Некромант света Электролюкс практически уровня бога, а его сила связана со смертью. Внезапно появилось серое духовное кольцо, после чего рабы трупа посланника смерти по указу Электролюкса напали на него самого. Он был растерзан ими. Электролюкс начал немного вспоминать о своем прошлом, о ненависти в своем сердце. Однако он вынужден снова погрузиться в сон, но перед этим пообещал Хуэйхао: когда твое сердце освободится от ненависти, и ты будешь ощущать лишь радость и добро, я по-настоящему стану твоим 3-м боевым духом. Получается, сейчас Хуэйхао не готов стать учеником некроманта Электролюкса, но станет им в будущем. После смерти злого мастера старейшина Сюань нашел Хуэйхао без сознания и принес к остальным ученикам. Все основные члены семьи монстров Шрека серьезно пострадали, только 3 из них были более-менее в порядке: Мася Тао, Дайо Хэн и Лин Лучень. Но даже им потребуется около полумесяца на выздоровление. Никакой речи о турнире просто быть не может. Из-за этой сложившейся ситуации старейшина Сюань сильно винил себя. Со слезами на глазах он вытащил 3 учеников из пещеры и устремился в Академию Шрек на полной скорости. Крайне важно было вылечить и спасти 3 студентов, которые были ранены и отравлены. К сожалению, тело Яо Хао Сюаня под воздействием яда практически исчезло. Было даже нечего забирать. В Академии Шрека старейшина Сюань Цзы созвал собрание павильона морского бога и объявил о решении уйти в отставку со своего поста вице-командира стражей Шрека. Более того, он покинет павильон. Это всех сильно встревожило. Стоит сказать, что старейшина Сюань занимал чрезвычайно высокий пост в Академии, уступая только Муэну 99-го ранга. Он являлся старейшиной Академии и обладал чрезвычайно высоким уровнем культивации. Старейшина Муэн являлся командиром стражей Шрека, и у него был лишь один заместитель – Сюань Цзы. В течение почти 50 лет старейшина Сюань возглавлял всех самых выдающихся учеников внутреннего двора, которые представляли Академию на великом турнире мастеров. Эти слова об отставке действительно шокировали всех на собрании павильона морского бога. Хорошо, что вмешался сам глава Академии, титулованный 99-го ранга Муэн. Он был старше Сюань Цзы, и тот прислушался к нему. Было бы обидно терять такого старейшину, как Сюань. Напишите в комментариях, действительно ли вся ответственность за случившееся лежит на нем, или все же сыграли другие факторы. Согласитесь, миссии Стражей Шрека всегда опасны. Каждый участник понимает, на что соглашается. Итого, основная команда не может участвовать в турнире, но большой турнир Академии Континента будет продолжаться в течение месяца, что довольно долго. Мася Тао, Дайо Хэну и Лин Лучень понадобится как минимум полмесяца, чтобы полностью восстановиться. Поэтому все это время резервная команда будет участвовать в соревновании. Другого выхода просто нету. Хотя, как показано в трейлере, Джоу Уи пообещала, что придет подкрепление. На самом деле, вся надежда на резервную команду монстров Шрека. Хуэйхао было поручено взять на себя инициативу и привести своих товарищей к участию в общеконтинентальном соревновании мастеров, а также бороться за чемпионство, чтобы отстоять честь Академии Шрека. Первоначально Хуэйхао и другие должны были стать главной силой Академии 5 лет спустя, но теперь они стали основной командой на 5 лет раньше. Они ученики с 2, 3 и 4 кольцами. Будут сражаться против команд, которые намного сильнее. Это и правда будет незабываемый турнир. Ждем с нетерпением выступления команды Хуэйхао.
Напишите в комментариях, как вы считаете, справится ли резервная команда с такой серьезной задачей – соревнования на большом турнире Академии. Также очень хочу поблагодарить всех, кто на стриме и даже на следующий день поддержал новый грандиозный проект, который я планирую по аниме «Безупречный мир». По сути, благодаря вам это видео сможет выйти. Очень ценю вашу щедрость и активность. Что ж, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.